Всем привет! Сегодня расскажу, как я довязала свою шапочку кроше. Если вы еще не связали макушку с морской ракушкой, обязательно посмотрите предыдущее видео. Ссылочку оставлю в описании. В прошлом видео мы закончили вязание условно третьего ряда. Точно так же мы провязываем и четвертый ряд. Рельефные столбики с двумя накидами через 2 воздушных петли. Эти столбики последние в каждом ряду, а эти столбики первые в каждом ряду. Именно над ними я начинаю вывязывать прибавки. Вяжу пару столбиков, 4 по одному, снова пару столбиков и снова 4 по одному. Второй столбик в паре провязывается точно так же, как и первый, под ту же верхнюю петельку предыдущего столбика через 2 воздушных петли. Таким образом я провязываю весь пятый ряд. Прибавка, 4 столбика по одному, снова прибавка и снова 4 столбика по одному. Последняя прибавка в этом ряду у меня будет провязана на шаг раньше, чем я провязала нижнюю. И теперь все прибавки я буду провязывать на шаг раньше, чем в нижнем ряду. Вот так это будет выглядеть. Прибавки ступеньками и уже 5 столбиков в этом ряду провязанные по одному. Вы можете делать прибавки на свое усмотрение. Здесь нет никаких строгих правил. Главное, чтобы наша сетка плавно увеличивалась и приобретала форму шапочки. В каждом следующем ряду у нас будет получаться на один одиночный столбик больше, чем в предыдущем ряду. И такие ряды мы провязываем до тех пор, пока не получим круг нужного нам размера. Для маленького взрослого размера рекомендуется диаметр 17 см. Также не забываем учитывать эластичность нитей, с которой вяжем. Я начала вязать третий ряд с прибавками. Между ними у меня получается 6 одиночных столбиков. Хлопок, из которого я вяжу, не эластичный, поэтому я решила довязать верх шапки до 18 сантиметров. Заканчивая этот ряд, в конце прибавку уже не провязываю, чтобы количество прибавок с любой стороны было одинаковым. А дальше вяжем просто сетку до нужной высоты нашей шапочки. Сеткой я провязала 6 рядов. В следующий раз провяжу 7. И вы не забывайте примерять, чтобы получить желаемый результат. Теперь определяем начало следующего ряда и приступаем к вязанию края шапочки. Выбирайте любой вариант. Я провяжу еще один столбик. Последний столбик вяжу с 2 накидами, но максимально пониже, так как дальше мы будем провязывать столбики с 1 накидом. В первую арочку провязываю 2 столбика с 1 накидом. В каждую следующую в этом ряду провязываю по 3 столбика с 1 накидом. Старайтесь провязать этот ряд максимально плотным, оставив недовязанными 2 арки в конце. В последние 2 арки провязываю столбики с 1 накидом, но стараюсь провязать их пониже. Для плавного завершения нам останется связать 3 полустолбика с 1 накидом и 3 столбика без накида. Завершаю вязание шапочки соединительными столбиками под каждую верхнюю петельку последнего ряда. Провязывать соединительные столбики можно с разной плотностью. Можно оставить объем прежним или слегка его уменьшить, провязывая столбики поплотнее. Теперь мы можем обрезать нить, вывести ее на лицевую сторону, при помощи крючка или иголки завести подсоединительный столбик первый в этом ряду, вернуть в центр последнего, вывести его на изнаночную сторону и сделать незаметный узелок. Теперь ниточку можно спрятать.
Мы закончили вязание нашей шапочки. Место, где соединяется начало и конец ряда, можем украсить. Например, пирсингом, булавками, бусинами, вязаной ракушкой. Ракушку можно связать точно так же, как мы вязали в самом начале нашей работы. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Далее начинаем подъем 3 полустолбиками с накидом и 3 столбиками с одним накидом. Дальше добавляем парами столбики с одним накидом в каждую следующую петельку предыдущего ряда. Я провязала 4 пары столбиков с одним накидом, еще один столбик с накидом, 2 воздушных петли и соединительным столбиком вернулась в предыдущий ряд. Если вам нравится, ракушку можно оставить в таком виде, а можно сделать обвязку края соединительными столбиками. Я свою ракушку обвязала шагом кручу-верчу, о котором уже рассказывала в своих видео. Мне он очень понравился. Попробуйте. Может быть, и вам этот шаг понравится. А ссылку на этот ролик я оставлю в описании. Мне осталось пришить ракушку к шапочке. И на этом моя работа закончена. Надеюсь, это видео было полезным и для вас. Поэтому рассчитываю на ваши лайки и жду от вас комментариев. Успехов в творчестве! Ваш ажурный магазинчик.